Так, проверяем. Ну что, пошло не пошло, признавайтесь. Я, конечно, перепроверю еще. И начнем. Так. Неважно, ты фитиш. Так, все. Проверяем. Все работает. Даже звук есть. Ну-ка, проверяем. Наконец-то. Так, я надеюсь, ты говорилки там не очень хорошо слышишь. Все. Сейчас должна пойти. Так вот, что-то Вот знаете, что я ненавижу в играх такого плана? Это, блин, чаты поправлять вечно. Один лезет на другой, в итоге не видно ни первый, ни второй. Во, сойдет. Так вот, ага. Все. Хорошо, ну что, начнем. Собственно, по новой сейчас должно работать. Вроде как у всех все. Еще раз давайте пробежимся по мордам лица этих товарищей. Джедай-страж. Джедаи-стражи сосредотачиваются на боевых тренировках и достижении совершенства во владении световым мечом. Я хочу отыграть все-таки по-другому. Джедай-часовой. Джедай-часовой хорошо сбалансирован и обладает многими навыками, но мне нужны определенные. Джедай-консул, вот это наш выбор. Джедай-консул является мастером силы и мало времени тратит на боевую подготовку. Рекомендовано только для продвинутых игроков. Вот это вот про нас. Морда лица нужная, собственно, другой особо-то и нет. Свой персонаж, портрет согласен, атрибуты. Атрибуты давайте кидать. Все у всех видно, признавайтесь. Ну, харизма. Тихо. Давайте так. Ну все, телосложение 12, интеллект 14, мудрость 16, харизма 16. Как-то так. Навыки
Убеждение по-любому, бдительность не так важна, злом важно, компы важно, обработка ран важна, нет, это бдительность. Вот так. Даже вот так. Все, поехали дальше. Ремонт пока не трогаем. Умение. Довольно много умений, на самом деле. Каждый из них определенно полезно, но под свой билд. Через стрелковое я отыгрывать не хочу. Все-таки джедай, правильно, консул. Тем более, поэтому играем через силу. Ремонт нет. Закалка возможно. Выдержка тоже, если в жир хотите. Но мы возьмем или дуэль, или взлом, потому что взлом может дать очень много всего интересного, поэтому возьмем взлом. После мы возьмем, естественно, дуэль. Ну, или компы, но компы я подумал. Вот взлом точно берем. Все. Так, поехали. Имя... Все. Играть. Сейчас должно быть все прекрасно. По-хорошему. Все должно быть хорошо. А, сейчас видос. Кстати, напишите, вам показывается вообще? А, у вас белый экран. Хорошо. Там дичь втирали про то, что давным-давно в галактике происходила какая-то ересь. И мы ее с вами пропустим, потому что гладиолус. Ладно, не страшно. Ну что, игра запустилась. И она... Да хорошая, выключи. Слушай, я не хочу завтра свои права опять получать, какие-то фигни, блин, за игру, в которой музыка из игры. Ну, спасибо. Ну чё, наконец-то у нас все получилось, все хорошо, вроде как все показывает. Отлично. Собственно. Черный ястреб грехи в космосе после жуткой битвы. Большая часть его команды мертва или умирает. Хозяин лежит в долго не протянет без медицинской помощи. Гипердвигатель поврежден. Необходимо остановить подачу основной энергии, чтобы привести двигатель в рабочее состояние и пристыковаться. Находящийся рядом добывающий пирогу со станции. Хозяин и черный ястреб теперь целиком зависит от маленького дроида. Вы можете пропустить пролог в любое время. Продолжим пролог. Конечно, не очень удобно здесь все это читать. Власти туда-сюда, у нас ни хрена нет, с чем нас и поздравляю. Что ж, начало положено. F5 сейв? Да, F5 сейв. Я думаю, без этого переживем. Мы бумаги играем. Взламываем компьютер, используем сеть. Banging noise coming from the other side of the door to this storage compartment. But the door is sealed shut and
cannot be opened from the out. This old woman appears to Похоже, be эта dead. старуха There is a мертва. key На ее card теле on the лежат body ключ, that карта, looks like которая it opens выглядит a так, locker будто ее somewhere. с ее помощью где-то что-то можно открыть. Старуха мертва. Давайте переедем по улице. Вот теперь точно мертва. This blast door is magnetically sealed and cannot be opened. Дверка закрыта, хрен откроешь. Сюда можно пройти, пока не пойдем. Здесь, по-моему, оно... Да. То есть, по умолчанию невозможно. Значит, нам ее придется ломать, чтобы увидеть, что при попытке сломать какой-то шкаф или хранилище мы можем поломать содержимое. Собственно, что сейчас и произойдет. Sometimes bashing. If you need help exploring the Ebon Hawk, access the map screen by pressing F. This blast door is magnetically sealed and cannot be opened. This is the engine. This door is damaged and cannot be Дверь opened with your повреждена, ее нельзя security вскрыть skill с or помощью by навыка bashing взлом it. или выбить. You will have Чтобы to вскрыть find ее, вам and use an потребуется найти explosive мину. trap to open this Поднимитесь на door. лифте из Take the черного lift ястреба и outside включите the Ebon. снаружи. Понятно. Пойдемте сюда пока. This is the cargo hold. Откроем пока что-нибудь. If you encounter a difficult lock on a container or door, the lock on this metal box is too difficult to open. You can use the lock on this. Попробуем с шипом открыть. С шипом получилось. Ну, шип это по сути отмычка. Хорошо. Полевой пистолет забираем. Sensor droids emerged from this box when you opened it. These droids will make for excellent target practice. Use the weapon from this container to attack the droids. You can... Ну, давайте вы сами читайте. Мой голос, ее голос, это друг другу мешает. Equip a weapon from the equip screen. To open the equip screen, На самом деле достаточно в этой фигне. on the object you want to target. Attacking the enemy, left click on the good work feeding the sensor droids. To continue combat training, open the metal box again, and more sensor droids will appear. More sensor droids emerge from the container. You can pause and unpause combat by clicking on the hourglass icon in the lower right area of the screen. Pausing combat destroyed another group of sensor droids. To continue combat training, open talking to other characters is much like using the computer console in the cockpit. Scroll through your response options or move the mouse cursor, and then click to select a response. Note that some responses may influence how other characters react to you, so choose carefully. Furthermore, certain skills, powers, and attributes may modify what choices you have, or how successful you are with those choices. Three CFD is malfunctioning. You can fix him by using a part. Luckily, you have already found one. If you repair 3 CFD, he can join your party and assist you in repairing the ship. Success! You have fixed 3 CFD. Now he will join your party. Страшное ругательство. Только дроиды поймут. Совет, тьма. Это фигня, вот у меня была версия, она сейчас есть, в общем-то. Здесь темный, а тут легкий. CFD is now a member of your party. За легких я To особо не change люблю. which party member you control, click on their portrait or press Tab.
Later, when you have more companions, you can add and remove party members from the party screen in the game menu. This lift will take you to the outer hull of the Ebon Hawk, where you will find many parts and mines to use for accessing and repairing the hyperdrive. Use the lift controls to go up. You can use this lift to take you to the outside of the Ebon Hawk. Почему нет? Нормально так оторвало. Ну, собственно, тут особо-то и... This is the starboard side of the Ebon Hawk. This open hatch has some parts that will be useful for getting main power restored. Собираем всякие запчасти. Ищем мины. Все, что можно собрать, берем. Там, где мы уже были или что-либо делали, написано пусто, поэтому... These exposed wires control the door to the starboard dormitory. The door is currently sealed, but you can override it from here. Success! The door is opened. You can now access the starboard dormitory through the garage. Ого. Так что довольно удобно. Плюс все-таки и на консоли можно в эту игру играть, потому что Don't forget to explore the other side of the Ebon Hawk. This is the port side of the bubbles ahead indicate mines that you've detected automatically with your awareness skill. Some mines require higher awareness to detect. Approach mines carefully. They will blow up and damage you if you get too close. You can use your demolition skill to either disable or recover these mines. Recovering mines requires a higher demolition skill than disabling them, but you get to keep the mine, which you can then use to set as a trap for enemies or break down into components at a workbench. Хорошо. За то, что вы, кстати, забираете или ломаете мину, вы получаете опыт. А опыт очень важен. Видите? You can use the explosive device in this missile to blow open the engine room door inside the Ebon Hawk. This will give you access to the hyperdrive. After you plant a mine, back away quickly so that you do not take damage. Собственно, как я понимаю, мы здесь все облазили больше. You can use this lift to take you back inside the Ebon Hawk. Все, спускаемся. У нас есть мина, чтобы открыть ту дверь. Какую-то дверь мы уже открыли. По сути, цель вот этих двух маленьких ведроидов в том, чтобы починить корабль. This is the engine. This is the engine room. The port engine is shut down, but appears the hyperdrive is suffering badly. You won't be able to make the jump to light speed until it is fully repaired, and you do not have the needed equipment here on the Ebon Hawk. However, you should be able to rig the hyperdrive to restore primary power and bring the port engine online. This will allow you to dock with the Paragus mining station for full repairs. Success! The hyperdrive is online. Primary power is restored. Only one step remains. Return to the galaxy map in the cockpit and travel to Paragus. Так как это все-таки РПГ, здесь надо The выполнять starboard engine максимально. is badly damaged. The port Всех engine is выяснить, powered всю up. фигню.
You can now use the galaxy map to travel to the Paragus. This is the garage. To access the area beyond this door, you will have to use solo mode, default V. Click the solo mode button at the bottom right area of the screen. While in solo mode, move 3 CFD to the security computer to open the door for you. This is the medical room. You have found med packs. You can use one to stabilize the condition of the human lying on the bed. Пожалуй, сделаем это. The med pack can stabilize your condition. Success. You are stabilized. To recover fully, you will require the medical facilities at the Paragus mining station. But you are not in any danger of dying from your wounds right now. Ты хорошо. This is the main hold. This blast door is magnetically sealed and cannot be opened. Так, открывай. Взлом системы. Закрыть. Все. Теперь можно переключиться на гидроида и захватить. These sparking wires connect to the trigger mechanism for the inner and outer garage doors. You can open and close the doors from here. То есть я могу сюда этого второго присамонить, но не хочу. Так, что у нас тут? This blast door is magnetically sealed. When the Ebon Hawk has landed, this is where you will go to exit the ship. This is the starboard dormitory. Запчасти. Дроидный огнемет, кстати, полезно. Возьмем, почему нет? Все, This is the garage. Здесь the garage. Причем пока не закроешь ту, нельзя открыть переднюю дверь. Все. Ладно. Так, ну, по-моему, все и сделали. Еще раз чекаем. То есть мы тут были... This blast door is magnetically sealed and cannot be opened. Вот. Что заберем. Лишним явно не будет. You can hear a banging noise coming from the other side of the door to this storage compartment, but the door is sealed shut and cannot be opened from the outside. This is the cockpit. You can now plot a course to the Paragus mining station. To dock with Paragus, left-click on the Paragus planet to select it, and then left-click on the travel button. Все, маленький ведроид спас жизни всем. Но, естественно, никто этого не узнает, кроме вас и меня. Легкий видос. Замечательный видос, он еще и тормозит, как я не знаю что. Ё-моё, лучше вообще не показывали ничего. Ну, игра старая, ничего не поделаешь.
Ну что там, видос в себя пришел? Ну, ждем. The sensors show the door to the storage compartment is being sliced. There is someone, or something, else alive on the Ebon Hawk. Где? Офигеть. Это, собственно, дроид-убийца. Вот это тут по центру. Ну, ждем. Добавлена запись в журнал. Так, что у нас есть? У нас есть ничего. Навыки, собственно. Пирагус 2. Вы пробудились в медицинском отсеке неизвестного комплекса. Последнее, что вы помните, как вы были пассажиром на Предвестнике, крупном корабле Республики. Вам стоит выяснить, где вы находитесь и как сюда попали. Итак. Что ж такое? Взлом невозможен. Хорошо. От опыта. Нет, макет. Это, кстати, важная штука. Надо сохранить. А то знаю я сейчас. Что-нибудь случится, все по новой, но мне надо, нет. Так. Доступ. Скончался. Только я пришел. Понятно. Шипов 0. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the coltal tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... Could be a Jedi, but we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the recovery rate. But I'm more concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially Corta, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the colto tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident,
but we couldn't get any specifics. Прекрасно. Minor's about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnels. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No! If the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay! Everyone evacuate! Замечательно. Собственно, все. 160 опыта получили. Труп. Трогаем труп. Эта пожилая женщина выглядит мертвой, но обстоятельства ее смерти неизвестны. Еще один труп. Изи. Резак. Ого. Find what you're looking for amongst the dead? Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken. It may be I reached out unconsciously, and your mind must have been a willing one. Or perhaps you have been trained for such things. I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Your stance, your walk tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in, the Ebon Hawk, must still be in this place. We should recover it and leave. We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons, and information, they will find us easy prey indeed. Так, сейчас решать. Even as I slept, I felt much unrest here. I saw strange visions, minds colored with fear. Now, everything here feels terribly silent. A last word of caution. I would find out as much as you can about this place quickly. I fear we will need to depart as suddenly as we arrived. You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. Запугивание.
I do not know. Why did they spare you? Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons. In fact, the sedatives may have been intended to keep you unconscious for some time. It would prove lethal to those untrained in such techniques, however. Most curious. And so do you. Perhaps we could discuss it at length later on. Now we have other concerns, among them finding our new enemy. I have found that answers come in their own time, not ours. Turn your energy to the matter at hand. If we cannot find a way out of here, the answers will prove useless anyway. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Ну все, первые шаги. Вы сделали свои первые шаги в пути на темную сторону силы. Эгоистичные поступки и жестокость к другим приведут вас к дальшего тьмы, искажая порчей вас и вашу внешность. По мере возрастания вашей мощи, благие и героические поступки могут обратить это вспять, придвинув ближе к светлой стороне. Но нам светлая сторона ни к чему сейчас. Просто пойдем. Берем резачок и взлом вряд ли нам поможет. Хотя... Значит, поехали. Сохранимся на всякий. Иногда, когда он начинает тупо миссовать, просто делайте сейв. Виброклинок. Когда там что-то меняется, и есть возможность нормально вдарить. Понятно. Пойдем отсюда. Собственно, так. Наши первые враги какие-то крабики. И мы все-таки должны делать. Замечательно. Вот после этого делать дальше. Ну все, успех. Подрались. После убийства надо подождать все-таки. Что-то может остаться, а нам это пригодится. Управление истинной консолью, это очень что. Можно спокойно играть и... Единственное, не понимаю, почему все время мышка задерживается. Вот. Так, что у нас есть? Видроид. This is the exit, but it is sealed. Strange. In my visions, it was open. Что аварийный шлюз не открылся. Учитывая обстоятельства, вы можете суметь открыть его, если доберетесь до терминала доступа. Блин, можно же так играть. Ё-моё, я вспомнил. Во-во-во-во. Все.
Я ж помню, как ты бегал. Так, сохраняемся. Ломать мы ничего не хотим, у нас взлом хоть как-то, но прокачан, поэтому можем забирать эти вещи. Граната штука полезная. Хоть и криво, но у нас прокачан навык обращения с компьютером. Так, здесь можно всякие козни строить. Is this thing on? All right, all hands, especially you, Corda, listen up because I'm not gonna say this again. The next one of you Juma heads to try and smuggle a blaster, or so help me, any sort of military-grade frag weapons into my facility is gonna take a long walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Security out. And according to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a mining droid. The three idiots were grouped so close to the charge, it might as well have been a grenade going off. The blast turned their bones to dust. The blast wrecked the internal components of the droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just Corda and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. If we don't find what's causing this, or who, this facility's gonna be space dust by the time the next Telos freighter arrives. Собственно, смотрим все записи, там могут быть какие-то So, коды. you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I can just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. I installed an override switch to shut down any droids on this level, just in case someone locks me out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt Corda or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not taking any chances while we're sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing will cut through that door. He'll be trapped. I secured the stealth field generator inside one of the footlockers in the security storage room. If I have the specs right, the interface field should be effective against the droid's sensors. All I need to do is equip the belt, and some skill with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If any more droids start malfunctioning, the belt should buy me enough time to get to the override switch I set up in the communications blister console. I'd rather shut them down than destroy them. I want to find out how these droids are being sabotaged, maybe even turn them against whoever's sabotaging them. Так.
Не понял, а дверь ты... Она и так открывает. Be careful. There is much energy in the room beyond, yet it stems from nothing that lives. Can you not sense them? Reach out. Cast aside your sight. Cast aside what you see, and instead reach out with your perceptions. Тупо 3 дроида, которые убили. You can feel them. The droids you cannot perceive, but the small oscillations of energy, that you can feel, echoing outwards. Прекрасно. Сохраняемся и в бой. You hear it. It is faint, but it is there. А сейчас надо успеть. It is the Force, you feel. It has not been so long as for you to forget. Do not turn away from it. Listen. Feel it echoing within you. Come. I shall guide you down the familiar paths. You will need it if we are to survive and escape this place. Успеть левелапнуть, пока он не сдох. Так, ну-ка, сейф и давай месить. Он дает полный отхил. То есть, если меситесь, там можно повышать чувствительность к силе специалиста. Понятно. А вот зло. Способности. Нам дали одно очко способностей. По сути, это сила. Но из силы тут надо брать что? Хил мы взять не можем. У нас тут дроиды. В принципе, можно взять оглушение дроида. Или же можно взять молнию. Давайте пока оглушение дроида. Попробуем опять взломать, у нас навык сильно подрос. Вот и хорошо. Так, мы можем одеть на себя вот так. Дальше нам ничего больше не дали. Меч у нас только один. Ну и ладно. Еще один ящик. Дверка. Причем я бы не сказал, что нам прям пипец как важен взлом и прочее, но на ранних этапах было бы неплохо. Ни хрена не сработал. Оглушение дроидом. Ну ладно. Вот примерно вот так оно должно работать. Правда, давно это не важно. Потом пробежимся по трупам, посмотрим, что мы там набрали, сверимся по трупам.
В этой игре надо много сейвиться. Так, есть ли у нас еще дроиды какие-то? Да, и мансить туда-сюда бегает, его мало. Но мы справились. Сила со временем накопится сама. Нам пока надо просто побегать. Да и хпшка чуть-чуть рекетится. Beyond this door, someone yet lives. Be mindful. His thoughts are difficult to read. But you have nothing to fear from this one, and he might yet prove useful. Полезный. Хоть что-то полезное. Цилиндру типа. Сработало. Ну, примерно вот так оно и должно было работать. Шанс прохождения мало. Пойдем чекнем нашего полезного. Смотрим, насколько он полезен и так далее. Nice outfit. What, you miners change regulation uniform while I've been in here? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. You mean before or after that Jedi showed up? Either way, it's a real short story. You see, this Jedi shows up, and you know what that means. Where there's one Jedi, the Republic will soon be crawling up your ion engine in no time. But the story gets better. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion, and then I was sitting here for a long time, waiting for some half-naked miner to show up and ask a bunch of questions. Don't know much about it. Maybe the exchange wants one as a trophy, or somebody's got something against Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. The ones that weren't killed in the Jedi Civil War ended up switching off the lightsabers long ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore, but who knows? Yeah, Revan, Malak, and the Jedi that went to join them in the Mandalorian Wars. They turned against the other Jedi and had a scrap that almost laid waste to the galaxy. Where have you been? Well, I wasn't there, but like all Sith, Revan and Malak turned on each other. After they turned on the Jedi, of course. Well, that was the story. But whatever happened there must not have lasted. Oh, there was some big civil war on Korriban. Knocked that academy to the ground. Looks like Revan's Grand Crusade finally consumed her. Maybe you're right. Maybe I just hoped Revan was a woman. Look, no offense or anything, but your weird half-naked interrogation isn't my idea.
Hey, wait a minute. Полуголый You're that такой. Jedi the miners were talking about. Where is everybody? From my beautiful view in this security cage? Look, I heard some explosions, some emergency alarms, some toxic gas pouring out of the vents. Maybe none of them survived whatever happened. And if they're all gone... Look, hey, let me out and I can help you. I can. I've gotten out of trouble countless times. This facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down this cell security field and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship and then we fly out of here. Конечно. Huh? What are you talking about? Хорошо. Great. Now to business. Let's get to the command console. Alright, here we are. Now this console is set on automatic hail. You may have heard it when you came in. The asteroid drift charts are constantly being updated, so it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get crushed into space dust. The hail warns them to keep their distance until orbital drift charts are transmitted, and then provides docking instructions to incoming ships, usually freighters. Thing is, you can bounce that same transmission back to the comm here, and suddenly you've got access to the communication system from the inside. Pure Zach. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lifts, cancel the emergency lockdown, and... Hey! This system's been severed from the main hub, after it was locked down from remote. You can't even reroute the system, it's been cut clean. No. Someone tried to lock down this whole level tight, and leave us here. Trapped. I doubt it. All we have is communications back. For all the good trying to shout in a vacuum will do us. Be my guest. Not much else we can do. The comm's all yours. Немножко очко странно. Сохранение. Собственно, отыграем в темного, но я не буду в чернуху играть. Мы выйдем в полностью темного, но только так, как мне будет угодно. О, nice. Сейчас робот волнуется за нас. То ли дроид кто-то. Видроид. Так, снова. Маленький видроид отправляется в поход. Так, у нас остался... Ну, а чё бы нет? Вот все такие компьютерные. Электрошокер, насколько я помню, штука вообще крайне эффективная. Шаримся по местности.
Так, пока мне туда не надо. Хотя, скорее всего, именно туда-то мне и нужно. Но просто хочется проверить все остальные. Ага. Это крайне полезно. А под гребем он нам весь понадобится. О, это уже узнаю. Определенно оно. Потом вернемся. Тут хоть как-то можно XP получить. Атака, бдительность, прекрасно. Одеваем дроида сразу, чтобы максимально его использовать. Единственное, надо привыкнуть к управлению, потому что, ну, сами видите, что с камерой происходит. Так. Чего-то она подтупливает игра. Если вам кажется, что что-то дергается, это дергается сама игра. У вас что-то любит. Очистил топливные линии, и я нашел 3 звуковых заряда, закрепленных внутри. Я проверил рабочие журналы, и в этой зоне были только дроиды. Я попытался связаться с охраной сразу же, как только нашел взрывчатку. Но, похоже, сигнал. Я удалил дистанционные детонаторы и оставлю взрывчатку при себе, пока не смогу убрать ее в укрепленное хранилище в ангаре. Да. Где? Так, ну гренки-то мы подобрали, а тут больше и делать нечего. Возвращаемся. Тем лучше. Опыта много не бывает. Все, ребятки под броней. Давайте попробуем вот с другой стороны, вот этот обычный проклятие. Так что ионная приблуда нам сейчас просто ни к чему. И все, что ли, я думал, тут будет больше полезности. Так, ну из всего того, что я вижу, тут остается только взорвать. Сохраним на всякий случай, чтобы лишнюю тратить. Вроде сработал. Тут еще один ведроид. Это, кстати, тот самый, который нам помогал.
Защитная перчатка зерка. Что-то экзарка она такое. Ну ладно, это не важно. Огнемет, кстати, огнемет. Это все то, что у нас было с собой. То есть то, что мы с корабля взяли, вот оно все тут. По идее. Я могу ошибаться, не играл уже. Это и не важно уже. Вот она, контрольная панель. Корабль вроде как отчинили, но полностью быть уверенным пока не сейчас. Вот это вот. Ладно, ремонт. У нас есть шипы. Так, доступ. Хорошо. Проверить статус подсистем. Так, у меня шипов 2. Открыли одну дверь, вторую дверь. Переносим карты. Скачиваем. A lot of cargo from the Jedi's freighter is being stored in the secure cargo hold until we can pass it through the quarantine checks. And as requested, all the programming spikes the security officers wanted confiscated have been stored there as well, to prevent further system compromises. The secure cargo hold should be safe enough. If anybody wants to break into it, they'd have to blow it open with explosives. Who ordered the mining droids to repair that Jedi's freighter? I come in here off the work shift and 3 of them are repairing the port stabilizers? Did I miss something? Is somebody planning a trip? Because orders were that the hangar was to be locked down ever since that Jedi arrived. I don't know what maintenance is up to, but you can't just commission droids for repairs, especially with half the work shifts in medbay. Those droids are needed to repair the ventilation tunnels before gas builds up to terminal levels. It's not like that ship can go anywhere anyway. Even if it had the asteroid orbital drift charts, the navicomputer's been voice-locked. You'd need the access code to get it spaceworthy. Considering this latest droid commission breach, I'm putting the droids in this section under the control of the current dock officer. If anyone sends commands to the mining droids outside this terminal, I'll be forced to enact full override. Looks like those droids got the vessel working again, even with all the damage it had taken. The maintenance officer still won't admit ordering them to fix it, though. Regardless, still no luck accessing the navicomputer. It's been voice-locked. Maybe by one of the corpses we found on the ship, like the old woman. If so, that ship isn't going anywhere, unless we rip out the navicomputer and put in a new one. If we even had one to spare. The only reason someone would lock their navicomputer is to hide their astrogation charts. Someone didn't want us to know where that ship was going, or where it had been. Only smugglers do that, or someone with something to hide. That Jedi's got a lot of questions to answer. Я не хочу на это дерьмо тратить. Так, это было. Система подачи сигнала уничтожена. Не справилась.
210 опыта. Хотя ради опыта можно... Ну, блин, шит тратить на это дерьмо. Ну да, мы тут шит получили. Если бы я за это получил там энное количество опыта, да. Без опыта нет. Я при желании могу как бы и сам все это облазить. Вот это вот не открывается, ничего не открывается. Но это после полного сюжета. Ну, пойдем, куда идет. Спасибо. Ну, что полезного, кроме шахтерки клада. С другой стороны, главное, что работает. Так, да. Проверяем их на наличие дропа хоть какого. И вот. Периодически делаем сейвы. Игра может крашнуться или еще что произойдет. Нам оно не надо. Так, обшмонаем. Щит. Ну, часть вещей мы можем просто продать. Но пока не будем этим заниматься. Деньги нам особо сейчас не нужны. В данном случае кредиты сути не меняют. Нам ничего не нужно. Единственное, что можно найти, это вот после будет, это нам, если повезет, мы сможем найти робу джедая или темного джедая. И тогда у нас уже будет неплохая прибавка к очкам силы и к регенерации. В общем, штука полезная. Дроид работает как будто FPS 20. Так, ну сюда нам с резаком точно. Так, сюда нет. Ладно, идем к панелям. Эйть. Так. Вызвать, открыть. Журнал. И алло, доступ. Датчик топливный. Ага. Этаж техобслуживания. Ну там я был. Вход в зону обслуживания дроидов. Ага. Все. Это вот сейчас его как раз ионной пушкой второго уровня офнули. So is that stupid droid of yours gonna come through or not? Well, I'm beginning to think I was a little better off in my... Прекрасно. Hey, what do you know? A little cargo cylinder came through. If he got the turbo lifts working, then we should have a clear run to the hangar. Wait. Don't tell me you're taking that hatch down into the mining tunnels. Are you? That explosion I heard came from below. There's probably nothing down there except superheated rock and collapsed blast tunnels. You'd be an idiot to go down there. Найдешь ты, а не я. Me?
Прикольно. You're the Jedi. If one of us has to go, then it's you. Guardians of peace and justice throughout the galaxy, last I heard. I'll take coward over stupid any day. I'll keep the comlink on just in case you need some help. Not that I'll come running, mind you. Самое странное, я не теряю его расположение к себе. Я сейчас даже поэкспериментировал, нагрубил ему по полной. Ладно, хрен с ним, я куда-то. Что-то открыто, пойдем смотреть. О. Тут что ли? А ну, все, врываемся. Can you read me? There's a lot of interference down there, probably caused by that explosion. Still, it looks like there's a route down to the Paragas fuel depot. If the passages haven't collapsed, that explosion knocked out most of the sensors. There should be an emergency crate in the next room. Watch yourself. There's a lot of droid broadcasts in that area, but I can't pin them down. Will do. And be careful down there. Сильно грубить тоже не надо, потому что в зависимости от того, как хорошо к тебе относится персонаж, есть шанс получить какие-то плюшки. Надо плюс-минус со всеми нормальные отношения. Find the emergency supplies? About time. The whole half-naked Jedi thing was wearing a little thin. But there may be some survey gear and a safety harness inside the crate, too. The miners wear them when staking claims on the asteroids. The survey gear is designed to spot and protect you against sonic mines. And the safety harness can be helpful if you try to disarm them. Just one more thing. I've narrowed down some of the ID signals, and if the numbers are right, you're sharing those tunnels with a battalion of mining droids. Прекрасно. There's gotta be some central controller down there. See if you can find a terminal by the main access shaft. That'd be governing intelligence. Ну, ладно. Справимся. Так, части, компоненты. Все это нам пригодится. Мины, в Watch where you общем-то, step. I'm picking up a lot of sonic mines down there. Don't run unless you have to. It makes them harder to spot. If you have any skill with demolitions, you might be able to recover them and use them against the droids. That is, if the mines don't get you first. If you have survey gear or a safety harness, put them on. They'll make spotting and disarming the sonic charges a little easier. ну, в общем-то, можно их взрывать, можно не трогать. Это выглядит примерно вот так. Опыта я с этого не получаю, а вот сила тратится, то есть не очень. Можно было так. По сути, можно стамансить между ними и не тратить вообще ничего.
То есть это типок, который будет за меня драться. Давайте пока его не трогать. Здесь бы молния пригодилась, а лучше вторая, но у нас только первая. Отбегаем, пусть они за мной гонят. Видели, здесь они прибегут рано или поздно. Подсейвимся пока. Нужно не обязательно подставляться под всю борьбу. Правильно, правильно. Да и щиты они не вешают. Со временем они упадут. О. Так, ну с парочкой мы разобрались. Из хорошего, из плохого, плохого нет. В принципе, вот этот что можно будет качнуть, но после того, как мы качнем основные вещи. Пока что не до этого. Вот заводусь. А, здесь вот этот вот мелкий поганец. Если мы убьем его сразу, маленький дроид ремонтник, поэтому... Так, стой. Ну, собственно, из-за того, что у нас очень скверно прокачана сила, ловкость и прочее, то, естественно, просто не попадаем под дроидом. Что, конечно, не есть хорошо, но... Надо успеть, пока мелкий его не захиляет. Не успел. Есть, конечно, возможность, что это просто, когда мелкий никто не успеет. Хорошо. Так, там в дельке есть один типок, но пока к нему не пойдем. Собственно, здесь легкий реген, так что я зацеплюсь и пойду за водой. Как раз. Не, ну норм, подхилять. Подсейвимся, потому что мало ли. Плюс, когда уходишь на какое-то время, вот видите, останки остаются. Это можно утонуть. Стимулятор, давайте чекнем, что он нам дает. Насколько он хорош.
А, это адреналиновая фигня, это не то. Это адреналиновая фигня. Мы не можем получить бонус, потому что нужна средняя броня, у нас не прокачана. Но мы и не будем качать. Мы отыгрываем чисто джедая, который играет через силу. Собственно, вот они, стимуляторы. Но нам нужен медпакет. Бесполезно. Стимуляторы штука полезная, но не сейчас. Так, сюда нам рано. Что вечно мышка задирает? Не было что такого? Или было? Сохраняет. У меня респиратор есть какой-нибудь набор? А, конечно. 10 штук. Возьмем просто на беднички щит. Так, а вон там, что было вот там? Вот сюда. А ничего. Ну ладно, пойдем. Hey, watch out. That explosion has superheated the tunnels ahead. That steam will cook the skin off your bones. If you can find a mining energy shield, switch it on. It should protect you against the heat if you move quickly enough. Все, понеслась. Но на какое-то время мы засейвились. Дамаги я получил. Слабо поднялся. Прекрасная новость, мы левелап, значит, подхиляться. Повышение навыки, это, ну, зло, убеждение, бдительность не хочу, обработка ран максимально, да. Хотя, давайте в компьютеры разок бросим. Хотя, умение это штука полезная. Так, что будем брать? Гладиолус. Дуэльку давайте. Да, давайте дуэльку. Берем дуэльку просто, чтобы хорошо махаться. Способности, сила. 2 очка в силу, это прекрасно. Это прекрасно. Это спасибо. Берем и молим. Берем. Стёром. Я теперь убеждатор 2000 просто. Сюда. Понеслась? Ну почти. Это я типа с дуэлью. По дуэльке я должен более-менее нормально уместить. Ну, относительно. Если надо учитывать, что у меня не прокачано вообще ни хрена. Наручи, кстати. Физический урон +1. Модификатор атак в безоружном бою. Типа дофига классный. Кредиты, шахтерский щит. Побойте сам.
Собственно, и все, больше ничего интересного не дали. Также ничего, здесь ничего. Хотя... Ничего. Уходим. Подлаги непонятно. Возможно, надо будет перезаписать потом игру. You're getting close to something big. I think it's the main ventilation shaft. If so, the central droid controller should be somewhere nearby. Keep an eye out for it. I'm picking up a lot of droids. Я добавил If you still have a mining energy shield, I'd equip it но, and switch it on. по-моему, они только лагов добавляют. Я не вижу ничего отличного здесь. До сих пор. Sensor? It must be maintenance drones. Watch out. Those little pests will try to repair the mining droids if you don't gun them down first. Still, it's odd they're still active after the explosion. They don't have the same shielding as the mining droids. Be careful of those droids. I don't like this. Так, сейчас, секундочку. Все, нормально. Так, по фасту месим чудовище. Все быстро. Прекрасно. Может, это просто пирог выпадает. Бывает. Пока что лутаем трупики. Периодически сохраняемся. В идеале надо еще делать сейвы эпизодические, скажем так. В начале уровня там и в конце уровня, что-нибудь такое. Кэшевый так открыт. Так, давайте, прежде чем я пойду по консолям ладить, убьем вот этого. Хорошо. Вернемся. Опять сохранение, пойдем лазить. Так, обратиться к хранилище. Включить поля. Хорошо. Вернуться. Так, вызвать командные функции дроидов. Добавить других дроидов. Нет, шипов надо много, а у меня их... На бурение запертых дверей. Давай. Добавить, то есть их больше будет пока. Everybody here? What's up, Kurta? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with him on Malachor 5. Malachor 5? So he's one of the survivors. Or worse, a Mandalorian. So what? Not a survivor, idiot. He's one of the Jedi from Malachor 5. If he's one of the Jedi, hell, we can't have him walking around here. I don't know what he'll do. I thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better.
I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still live. What? You want to sell the Jedi to the Exchange? Corda, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Gorda, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Ах ты, сука. Ну, собственно, да, выйти из системы. Так, что-то я натерял кучу этих. Я думал... Ну, из-за того, что температура... Оббегаем вокруг, тут могут быть какие-то вещи. А могут и не быть. Почему тогда не взорвется? Хорошо. Дверь-то они, собственно, открыли сами, но это я и без них не забыл. Шипы только потерял. Ну ладно. Главное не упустить момент, когда... Yeah, picking up some strange readings. What are you doing down there? The containment fields in the mining tunnels are shutting down. You need to get out of there before they vent fuel to the surface of the asteroid through the tunnels. I may be able to keep it contained until you get the turbo lift to the fuel depot, but not for much longer. I'm locking down the turbo lift to the administration section now to keep the blast from spreading. If you've got anything left to do down there, make it quick, because where you are is going to get real hot real soon. Изи. Стой, стой, дура. Хорошо. Набрали. Именно. У меня же есть молния. Я же нафига джедай. Правда. Не самых тех светлых, но правда. Видите, здесь сюда мы все съедим. Очень много всего тратится пока что силы. Надо все оббегать, нам нужно больше опыта. Чем больше опыта, тем больше силы, чем больше силы, тем больше возможностей, чем больше возможностей, тем разнообразнее геймплей. И можно продолжить. Бедный второй, даже не помню, что с ним случилось. Сейчас пробежимся здесь, посмотрим, потом пойдем туда.
Сила у меня отрегенилась, хоть сколько-то. Это хорошо. Если сюда зашел учиться трупа облутать. Кардиорегулятор и хрень. Ну ладно. Хотя бы кардиорегулятор. Собственно, эта штука дает мне в скрытность уходить. Кардиорегулятор дает стойкости 2. Так что возьму пока регулятор. В инвизе мне бегать не нужно, но и от пояса избавляться тоже нельзя. Пригодится еще. Чем хрен ты его потом найдешь в предке. Как ни странно. Ломаем все, что можно. Гребем опыт. Надо чаще сохраняться. В смысле? Звуковой заряд, а я тебе чё? Короче, вот только взрывать. Блин. А, нет, нормально. Не могу я открыть этот цилиндр, мне нужна взрывчатка. У меня есть заряды звуковые. Но проблема в том, что я не умею ими. Нормально владеть. Так, следующий. Да? Плохо, конечно, получил ничего. Проблема в том, что когда ты... кстати, когда ты чинишь какого-то дроида, который впоследствии будет заниматься тем, что убьет всех остальных, это прикольно, потому что у тебя есть помощь, да, но с другой стороны этот дроид XP тебе не даст, потому что их гасишь не ты, а он. Следовательно, оно тебе не надо. Ну или вот как в данном случае я сейчас пойду его чинить, только если я за это получу опыт. Опыт крайне важен для нас. Особенно на начальных этапах. Я уже говорил, да, что оставлю до лучших времен. Вот они лучшие времена. Только найти где-то тупые. Ладно, пофиг, сохраняемся. Где ты? Не слишком я далеко убежал. Вот он. Так, сохраняемся. Чекаем. У меня запчастей, кстати, много. Одна запчасть. Так. Патрульный режим. Вооружение. Поставить. Все топ. Погоди. 60 опыта это мало на самом деле, пипец. Но нам нужен сейчас любой... 4. Отключить. Хорошо, вот это лучше.
И внезапно мы возвращаемся опять в пекло. Благо можем. Все, прекрасно, получили лишние 90 опыта и... По запчастям, конечно, хреново получилось, но это не так важно, потому что мы не механика играем. С вами джедай. Вот туда. Или нам с вами просто вот туда. О, вот не видно на курсор. Ну и ладно. Вот я ничего не могу поделать. Хоть так. Сохранение лишний раз. Искра, буря, безумие. Какой-то рыжик валяется. А, этот был по связи. Что-то по ручам-то. Greeting. It is a pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? Pitying answer. Oh, that is unfortunate, Master. The hangar is sealed behind a containment field. It would be impossible to open it. Clarifying query. Did the T3 unit go through the door? I regret ignorance of that fact, Master. Although the door could have been opened from the opposite side without much difficulty, a flaw in the emergency lockdown procedure, which the automated systems have most likely corrected. Answer. Only the Paragus administration officer would have such codes, Master. If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been effectively cut off from the facility by explosives. Apology. Unfortunately, communication with the dormitory section is severed, Master. It is perhaps for the best, especially if any other accidents have occurred in that section. If that were the case, the severed comlink would have spared us the satisfaction of hearing the miners' screams as they lived out their last moments in fear and terror. Rapid retraction. Why, yes, satisfaction in knowing their fate, Master. It would be unfortunate if they had been slaughtered, but there would be a calm, comforting certainty that there is nothing we can do to escape until a ship arrives. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route would be extremely hazardous, and I do not wish to see you damaged. Warning. Master, continued exploration of this facility may place you in unnecessary danger. I encourage you to return to the medical bay
and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way, even as we continue this pointless conversation. Weary resignation. Very well, Master, but there is very little that I can do. You see, the airlock is sealed by a code. Correction. Oh, I already possess the code, Master, but I am afraid that it will do you no good. Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area and the airlock is voice printed music. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols, bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. Condescending explanation. Oh, yes, Master. The code is Maintenance Control Voice Print ID R1B5. But unless the maintenance officer speaks the code, it is useless. Placating answer. Oh, of course, Master. I shall endeavor not to forget such descriptors in the future. If I do, I assure you it is merely a result of memory damage I have suffered since our arrival. Answer. Master, you cannot. You are trapped here just as I am. There is nothing to do, except patiently wait for whatever the future has in store for us. Немножко темно. Так, щит. Greeting. It is a pleasure to see you intact, Master. Ёперный, а что тут так мало этих дроидов? Greeting. It is a pleasure to see you intact, Master. Такой себе охранный дроид. Лутаем всех. Пригодится. Ага. С помощью протокольного дроида я закончил работу над датчиками звуковой передачи. Я установил их дроидов-шахтеров. Но оригинал запру здесь, чтобы другие шахтеры не использовали возможность записи и воспроизведения голосов для перезаписи протоколов звуковой печати у дроидов. Так, 50 опытом. Что есть? Хорошо. Сохранение. Погоди. Оно само ко мне идет. Как это мелкого поганца убить? А, вот и вырвал. Да. Сохранение. Пойдем к протокольному дроиду. Мы скоро привыкнем к управлению. Игра довольно долгая. Очень долгая. Если быть точным.
А если еще и вернули вырезанный контент, то вообще долго. Это хорошо. Атрибут. Прекрасно. Так, что по поводу атрибутов? Чем харизма выше, тем эффективнее ее способность силы. Снижает штраф при использовании способностей силы. И повышает шанс харизмы. Это круто. Ну, по сути, не шанс харизма, а убеждение. Интеллект, телосложение, ловкость. Ловкость, неловкость. Можно пока интеллект до 16 догнать. Да, давайте 16 интеллекта сделаем. Тут взлом, убеждение, обработка ран. Все. Кстати, взрывчатка. А, я уже туда не попаду, ну и пошел нахрен. Способность. То есть сила. Что из силы мне нужно? Барьер не хотеть, там ничего полезного нет. Хил. Хил я все никак не получу. Плохо. Это, по-моему, пассивка. Это я не хочу. Может быть, толчок силы. Или замедление. Но у нас тут дроиды. А раз у нас тут дроиды... Отток тоже не работает. Страх. Пусть страх. Принять. Так, ты. Greetings. It is a pleasure. Answer. I am a survivor of the Harbinger, just as you were, Master. With the unexpected termination of my previous Master, you are the only organic which I may now serve. Answer. The Captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to facilitate communications and terminate hostilities. However, we did not arrive at our intended destination. Irritated answer. Oh, Master, it is such a long, dull story, and not terribly relevant to our current situation. Hesitant explanation. That has been the subject of considerable discussion since our arrival here, Master. Many have attempted to claim you and this unit as salvage. I was crudely interrogated concerning our brief history together on board the Harbinger, before its communications, weapons, and engines suffered the cascade failure that disabled the ship. Speculation.
It is possible you were incapacitated and locked in the well-shielded cargo compartment as the Harbinger was being systematically crippled, Master. Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the cascade failure in the Harbinger's systems, we were boarded by a small freighter with unknown ID codes. It appeared that this freighter had been attacked, and the captain wanted to study it. This freighter appeared to be still spaceworthy. Your cargo compartment was breached, and you were taken on board the freighter shortly before the Harbinger's systems began to go critical. I, too, managed to board the freighter before the Harbinger's destruction. We were most fortunate to have survived, Master. Explanation. I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk. Speculation. As to its purpose, I do not know. Perhaps it was always its intention to play dead, then kidnap you off the Harbinger and rob me of my bounty. Clarification. By bounty, I refer to your life, Master. It would pain me to see you damaged in any way. That is why the arrival of this Ebon Hawk caused me considerable distress. Apology. My memory core cannot provide a clear answer on that point, Master. Suffice to say that once we arrived at this floating rock, our situation became much clearer. Explanation. Despite my market value, Master, the miners were far more interested in you. It did not take long for me to ascertain the reason for this. While an HK protocol droid is a valuable piece of property, Jedi are worth much more in certain exclusive markets across the galaxy. Painful admission. I must confess to feelings of inferiority at the speculated difference between my value and the price for your capture. I was forced to remind myself it was not due to a failing of my model or function, but because you were a Jedi. Surprised answer. Why, I told them, Master. You are the exiled Jedi who served with Revan in the Mandalorian Wars, are you not? I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. If so, then the problem lies with the core word databases, which are notoriously spotty. Ну, по крайней мере, теперь понятно, из-за кого все это произошло. Indignant exclamation. Master, I am only a protocol droid, but it is part of my function to know such information and relay it to any interested parties in the interests of terminating any potential hostiles. Quick clarification. Apparently my vocabulator has suffered some damage, Master. I meant terminating any potential hostilities. Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi, Master. They debated what to do with you as you lay unconscious in the medical bay. One group seemed intent on selling you as property. The other group opposed this. 3 standard hours after the division between the miners became apparent, accidents began to occur throughout the facility. A result of improper maintenance, I believe. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral cores. Crude models are prone to such failures, resulting in murderous rampages. The mortality rate of organics in the facility rose quickly. Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawlessly timed detonations occurred in isolated gas pockets in the lower levels of the facility. The explosions herded the miners into emergency sections of the station, quickly and efficiently cutting them off from communications and facility control. But sadly enough, not the ventilation systems.
You see, the explosions had damaged specific sections of this facility's ventilation systems, causing a slow, lethal buildup of toxic fumes in the dormitory level. Defensive answer. Master, I am a protocol droid, not a well-crafted assassination droid of unrivaled sophistication. To have carried out the actions that took place here would have required an unusual set of skills. It is highly unlikely I possess the knowledge of how to reprogram the memory cores of base worker-class droids into killing machines, let alone to terminate the organics at this facility, utilizing only Aerotech 500 series laser mining drills and explosives fashioned from proton missile cores. Admission. I cannot and will not attempt to change your mind, Master. I would urge you to consider that your Kolto tank treatments may have caused some disorientation. Conjecture. The administration of a large dose of sedatives over a short period of time would likely prove fatal to minors, although not to a Jedi. For a Jedi, it would simply render them unconscious for ease of transport. Quite inventive. Answer. I was merely commenting on the idea itself, Master, not the execution of the idea. Though that, too, was inventive. Besides, Master, those miners intended to murder you, or worse. Any complaints they would have at being murdered would be the highest form of hypocrisy. Of course, Master. How... Answer. That is all that remains of the maintenance officer, Master. At the end, he was quite incoherent from the pain, and attempts to facilitate communications with him proved useless. I heard his dying screams as the droids he tended turned on him, mining him like a piece of asteroid rock. Recitation? Oh yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master, ranging from frenzied screams to gibbering inarticulate attempts to beg for his life. Recitation? Oh yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master, ranging from frenzied screams to gibbering inarticulate attempts to beg for his life. Objection. Master, to commit such an act would be in violation of the ethics programming most droids are believed to possess. I am afraid there is nothing that can be done. Irritated objection. Master, there is nothing wrong with my communications functionality. I will prove it. A recitation. Maintenance control voice print ID R1V5. There. Was that sufficient, Master? Confused query. I am sorry, Master. Were you speaking to yourself? Все развели. А теперь... Ретростом.
Так, ну куда нам путь заказан, мы оттуда пришли. Значит, нам было туда. Это реально надо перезаписать, походу. А, погоди. Ага. Тексты прям вырви глаз. Да. Тут на самом деле все вырви глаз. Игра довольно старая. Изи буду с резаком все висеть тут. А, уже не буду. Ну так, давайте резаком возьмем, да? Вайтскрин. По страшным причинам он сюда просто не встал. Именно на эту версию. Неплохо так просадили меня. Так, вообще. Так, если у нас хоть что-то полезное, сохранение, идем дальше. Музонго. И так должно быть хорошо. О. О. Еще. Но это он пока не будет работать силу. В принципе, все накопилось, можно заходить. Прекрасно. Пойдем. Благо здесь никого, ничего. Плюс один к рефлекс. Сохраняемся. Так, а у нас шип только один. Консоль можно уничтожить, тогда дверь откроется 100%. Схема мне не нужна. Maintenance control, voice print ID, R1B5. Так, открыть. Возврат. Так, доступ к функции. Ресурсы. Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids.
Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining specifications change. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted to test it first by recording and playing back some simple voice commands. Всем привет. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut itself down. The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility, the personnel, and so on. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from the med bay. It seems to have some skills in speaking to droid behavior course, so there's been some trouble with some of the mining droids, so I'm signing off. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in med bay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master's the only Jedi he knows of in all the galaxy, and that the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. That can't be good. Everyone knows that all the Jedi who followed Revan fell to the dark side. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. The miners are starting to get restless, especially Corda. Corda said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Nar Shaddaa. Security shut down that idea pretty quick. But I don't think Corda and his men are gonna give up that easy. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid. He seemed concerned about his master's safety. I told the droid not to worry. The Corda wouldn't. With the protocol droid's help, I made some upgrades to the sonic imprint sensor, using some of the droid's vocabulator subroutines. In addition to its ability to store and record voices, it now has the droid's full array of alien languages, including Basic. Should prove useful as a portable translator. I tried to make sure the protocol unit got some credit for helping fashion it, but the droid refused, saying the work was reward enough. I was thinking of installing the prototype in one of the mining droids as a test, and see what happens. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter. But I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents have increased. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. They shouldn't even know how to attack. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to maintenance, and then did something to them? I think security's right. Someone's trying to sabotage this facility and they're using the droids to do it. But why? А вот этого я уже не скажу. Ключом. Так, ну это мы все видели. Хотя погоди, давай уж досмотрим. Вот он, робот, кстати. Все, 850 опыта срубили. А это все из-за того, что мы послушали всякие записи, вот эту всю байду. Вообще, мне бы... Интересно, какой же из этих шкафчиков можно использовать? Наверное, никакой. Блин, реально никакой. А вот этот вот. Чтобы выйти через тамбур-шлюз, вам нужен космический скафандр, хранящийся в шкафчике в этой комнате. Хорошо. Ну, собственно, вот он. Сохраняемся и валим.
Ну, это прикольно, на самом деле. Сейчас звук. А где звук? Ну... Семёныч. Прикольно, конечно, сделано. Он там наш любитель игр в пузах сидит. That's about time. I lost your signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility, on the asteroid's surface. That can't be right. Huh? What are you doing out there? You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there, quick. What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. I can't. I'm locked out of the main systems here. I couldn't shut it down if I tried. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes. It's almost as if... Now what now? I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. I have a bad feeling about this. Сейчас, походу, опять видос, который вы не увидите. Но здесь какой-то странный корабль в виде молотка. Идет на сближение. Нормально. А ему норм. Всех убил и кайфует сидит. Правда, это мало что объясняет на самом-то деле. Опять видос продолжает лететь. Молоток. Что к чему непонятно. О, и меня свернул. Зашибись. Ну-ка. Блин, столько труда. Это пипец. Ну. Ну, хоть так. Вот теперь летит этот молоток.
все равно туда тащит. Да твою мать. Пока что оставим на агрессии, потому что... Не сказать, что я прям дофига силу использую. Хотя уже вполне себе. Сохранение пойдет. Нормально должно. Стимулятор и... Так. Нет, хватит, а так я всю силу потратил, и ты полка. Молодец. Бегаем, читаем. Теперь же включились системы пожаротушения, и мне не попасть даже в жилую секцию. Я видел, как турели повернули свои карбонитовые замораживающие лучи на Мабана, не дав ему пройти половину комнаты. К счастью, зона поражения у них явно не дальше самой комнаты, так что в коридоре я остался в безопасности. Но у меня нет стрелкового оружия, чтобы снять их на расстоянии, и генератора, скрывающего поле, у меня нет, чтобы прокрасться через комнату. Я пытался открыть дверь хранилища, чтобы взять там какие-нибудь морозостойкие предметы или гранаты, но дверь перекрыта во время изоляции. Я плохо разбираюсь в системах безопасности, чтобы ее открыть, и штурмового заряда, чтобы вышибить ее, у меня тоже не было. Все же, пока дроиды не дошли до этой секции, со мной все должно быть хорошо. Но, судя по всему, дошли. Ого, ого. Это хорошо. Кредиты. Кредиты пригодятся. Жалко, конечно. Количество. О, вот это вот берем. Это что? Верстак. Слушай. Я же сохранился. Ага. Так, что мы можем? Вибромеч. Вибромеч. Да мы и так его создали. Шип. Запчасти я делать не могу, просто шипов тогда делаем. Все. Пригодятся. Шипы всегда хорошо, тем более, если мы взламываем. Нафиг я щит прожал, непонятно, но это и не важно. А, загружаем.
ли сила потратилась вся, но как такового... Ведь если читать всю эту боягу, что там пишут, там прямо написано, что тут фиговин. Бью я ее еле-еле. Как я на меня? Ну, почти. Супер джедай сразу видно. Кое-как. Немножко компонентов, звуковая граната. Граната штука полезная. Ну? А, силы нет. Я уже говорил, что гораздо проще просто между ними пробежать. Или пробежать. Я сейчас кривлюсь. Пофиг. Сохранение и идем дальше. Сейчас какие-то гадости. Ну да. Отойдем. Противопожарный круг. Попасть. Понятно. Есть один способ, когда заморозили, отхиляться. Криво косо смотрю. Тяжело, конечно, консулом поначалу играть, как обычно. Это только поначалу. Ну, дальше тоже не сказать, что пипец легко, но импакт уже ощущается гораздо лучше. Главное, чтобы этот хотя бы не морозил. И будет хорошо. Какой мы, кстати, уровень? Мы уровень 4. В 6-м, по-моему. С вами сможем создавать. Ничего, у нас появится сила хилки. И отходим, рано или поздно нас добежит, а сила копится, так что... По опыту нам сколько? Чуть-чуть осталось, на самом деле. Возможно, даже вот открытие этой панели. Шипов у нас много. Можно что-нибудь натворить. Так, уничтожить консоли, конечно, да, нет, не хочу. Так, компьютер. А у меня что то плохо. Так. Общага. Нормально. Здравствуй, смерть. Так, 270 стоп. Еще.
Страшные ужасности. Так, все открыли, что могли, это хорошо. Теперь, пока мы тут бегали, у нас сила зарегенилась. Мы где-то еще полчаса в Disciple побегаем, потом Disciple. Да. И еще раз. И по идее апдейт. Все, теперь я одобрительно ловлю. Можно сохраниться и пойти, пока у меня есть левелап. Благо, левелап это конкретный хил. Отойдем. Не, я так не понимаю, что это. Вот этого мелкого надо пресить, поганца. Сохранение. Так, главное сейчас это. Он у меня вылетает постоянно, поэтому такое. Ну, в этом момент не скилл, если он есть. Попробуем установить. Навыки. Навыки. Взлом, убеждение, обработка ран. Способности. То есть у нас сила, и мы до сих пор не можем хилять, потому что нужен левел 6. Мы достигли с вами 5-го. Но воскрешение нет. Но... Вот это мы тоже выучим, но это на 6-м. Толчок силы. Ну, левел такой, никакой, по сути. Ну, зато мы хорошо обучились. Сохранение. Нифига Ну. Долго, конечно, думает. Тут ничего не поделаешь. А ведь поврежденный, походу, вот так взрывать. Ну, да. Что-то там взорвалось, походу, на гренки. Кидается. Вот этот что? Боя как такового нету. Нейрообувь 2 штуки. Зачем? 2. Шкафчиков много, а толку от них. Какого? Да, мы его сейчас будем месить, там себе что-нибудь отрегенить.
На голову и на пуп. Да, да. Это как вариант. А, все красный кидают мину, зачем? Гранаты. Не суть главное. Два химиката. Два химиката ни о чем. Еще два химиката. Причем их лежат 3, а юзать можно только 1. Такая. Дыхательная маска. Штука полезная, но поздно. Бьюсь об заклад, что у них руки до починки вентиляционных систем так и не дойдут. А если пищевые процессоры снова и заработают, то когда пары опять начнут скапливаться в столовых, я уж лучше помру, чем меня стошнит. Буду держать здесь дыхательную маску, а то вдруг несчастный случай повторится. Как же мне нравилась эта игра раньше, я перепроходил, не помню сколько раз. Так. Тут самое главное пройти вот это и Талос, по-моему. Дальше уже прям. Робу бы найти, хотя бы самую хреновую, просто. Компьютерных шипов у нас много, так что можно пользоваться. Ящики бесполезные. Понятно. Блин, может реально мину изучить в следующий раз. Похоже, этот галожурнал нужно вставить в галопроигрыватель, чтобы воспроизвести содержимое. Труп. Странно, у них что, ящики нет? Не используются вообще? Ты хочешь сказать, что у меня этих штук уже 3, да? Ну давай оденем вот это. Ну и ладно. Еще освежим. Похоже, этот голосовой журнал нужно вставить в галопроигрыватель, чтобы воспроизвести содержимое. Галожурнал в галопроигрыватель, чтобы воспроизвести голозапись. Да. И надо быть голым, чтобы это все делать, иначе как-то не по фэншую. Химикаты. Сохранение. Ремонт обыскать. Успешно. Ну, короче, бесполезная запись. Нам нужен рабочий галопроигрыватель. Только вебку не включай в этот момент. Это да.
Некоторые люди просто не выдержат. Похоже, этот голожурнал нужно ставить в голопроигрыватель, чтобы воспроизвести эти звуки. Вы его доставили. А эти вдвоем, видать. Труп. Труп старшего медика. Ну, сразу видно. Труп старшего медика, а вот этот другой труп. Вообще одинаковые все. Опять нужно взрывать, а у меня нет гребаной мины. Ну и ну тебя. Ну, точнее, навыков обращения с ней. Так, этот голосователь работает. Так. Вставим. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much signal strength, but it's better than nothing. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13. Then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. If so, he could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console. Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to him? Without it, the turbo lift to the administration level is locked Нахрен down. она его перебила? Редиска, блин. This may be the... No. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe he could... But no, he's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since Corda and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air scrubbers are still working, even though they're tied into the... Hey, what's happening to the ventilation system? Хотя... Ой, устал такой, нормально. Чё-то как-то не верю, они не всех воздух упали. Ну что это такое? Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru greba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Trawinsto so potuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grampatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winterunto wakere que wapa terra chingaradana. Ferra rampada no de brincada nel camera cella fibor no botat. Dosane caramala dur incidera mel rebe chinchin cranactada. Relibe coronto so mele grima con corregim passa. Rechu contrada sono con cere non grum. Geractada cemenza binga rukutoto und chuchura remananza. Der winterunto wakere que wapa terra chingaradana. Ferra rampada no de brincada nel camera cella fibor no botat. Dosane caramala dur incidera mel rebe chinchin cranactada. Ты сам понял, что ты сказал? Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru greba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Trawinsto so potuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grampatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winterunto wakere que wapa terra chingaradana. Ferra rampada no de brincada nel camera cella fibor no botat. Dosane caramala dur incidera mel rebe chinchin cranactada. Pedra to rampada no rinca nel commercio cella fibor no. Turu kavere kare papanala ranchinga. Totorere senisensen. In the session tranda un lontros nana what is Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru greba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Trawinsto so potuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grampatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winterunto wakere que wapa terra chingaradana. Ferra rampada no de brincada nel camera cella fibor no botat. Dosane caramala dur incidera mel rebe chinchin cranactada. Pedra to rampada no rinca nel commercio cella fibor no. Turu kavere kare papanala ranchinga. Totorere senisensen. In the session tranda un lontros nana what is Он же сенсен дравича нel commercio cella fibor no. Типа заткнись уже достал.
ears always were too big, Cian. Come on, if the maintenance officer comes through on the explosions, these dorms are gonna be filling up soon. And shut that damn data pad off and throw it down the refresher. Выкини в освежитель, понятно. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying to use the holo-transmitter to beam a transmission to the administration level to end the lockdown. But the administration console's been severed from the main hub. Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. But there's no way to break the dormitory seals from the inside. I'm going to keep sending distress calls in the meantime. We've been trying to find a way to circumvent the lockdown and get to our hangar bay, but so far, no luck. The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel depot force fields if a fuel leak was detected. If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the docking platform is on the administration level, and we can't get up to the docking bay while we're trapped here. I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. If not, then we're stranded here, unless our transmission reaches a passing ship, or a Telos freighter. Managed to use the holo-transmitter here as a crude relay to beam short-burst transmissions outside the Paragas facility. With any luck, the transmission will carry beyond the asteroid field. We've set the emergency transmission on automatic playback. We're using a simple military flash code to transmit the code to the turbolifts, so maybe our rescuers can get down to the dormitory when they reach the station. Without those turbolift codes, our rescuers wouldn't be able to get here from the administration level. And without those codes, we wouldn't be able to get to the administration level if we found a way out on our own. The messages are short distress calls only, since we can't get much signal strength. It's pretty weak, so unless a ship is actively searching the area, it might be a long time before a ship picks up the message. After all, who would be scouring frequencies way out here looking for trouble? Понятно. Судя по тому, что кругом шахтеры, мы стартуем за гномов в дисах. Это да. The transmission gives the code to open the turbolift when or if help arrives. Code is a simple group of 5. The transmission gives the code to open the turbolift when... Так, если старший администратор был прав, тогда первые 3, оставшие 5 и 7, все. Вернуться на черный ясно. Изи. А стартанем мы с вами где-то уже минут через 25. Как и было заявлено. Я плюс-минус прикинул, сколько у нас уйдет на вот эту фигню. И это еще и с техническими проблемами. Ну как раз. Вот этот Гордо, придурок. Контрстав. Опять. Ладно, пойдем вставим. Это не так круто звучит. What did you want to talk to me about? I have to suit up and drill the 3219K asteroid claim within the hour, so talk quick. I heard you had plans for the Jedi. About selling him to the exchange. Yeah, but security already set their piece on that, didn't they? Nobody's getting sold to anyone. Are they? I've seen the logs you've been accessing. Maybe the two of us could work something out. It doesn't matter what we work out. We wouldn't make one hyperspace jump before what's left of the Republic was on us. If you have a way off this station, I can cover our tracks and ensure the Republic is not alerted to our presence. Well, I may know someone. Works the system on special jobs. He may want to know details, but I might be able to arrange transport. I've seen the logs. I know you've already asked him and given the details. Once he agrees, I can handle the rest.
Handle the rest? Like how? When the time comes, I'll contact you via comlink. Maintenance out. Since when did the maintenance officer grow some horns? Опыта не дали, ну зашибись. Ну ладно. Лазер кредита, ну смотри, что-то есть. Как он? Неплохая штука, конечно. Но я все же использую не вот это вот, а вибромик. Тем более надо учитывать тот факт, что я все-таки на одноручку упор делаю, а не на двуручку. В каком бы то ни было. В каком бы то ни было виде. О. Открыть дверь турболифта. Интеллект. В смысле неудачно. Didn't make it out of the dormitory section before the lockdown, you murklack. You're cutting a little close, aren't you? Yes, a regrettable miscalculation on my part. I'm contacting you because I'm picking up a subspace transmission from within that level. Is that your doing? No, they must be trying to use the old relay system to send an emergency signal. Doubt they know what's really going on. Hey, this turbo lift's locked down. Try the code again, and don't worry about the miners and their transmission. By the time help arrives, we'll be all the way to Nar Shaddaa. Oh, they won't be leaving the dormitories. The explosion within the tunnel has damaged the ventilation systems, causing breaches in the core exhaust conduits. What? That's going to kill them all! Not all of them, but I'm sending a number of mining droids to your location right now to correct that problem. Corda, this turbo lift's locked down. The sequence isn't working. Keep trying it! You! Why are you doing this? Why me? You. It was never about you. The Jedi is all that interests me. But then you had to ruin everything by revealing his identity, and then trying to harm him. And that I cannot allow. Statement. You are a risk, Corda. You are impulsive, crude, and soon deceased. Смерть. Fucking query. Corta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the turbolift codes. In case you managed to get this far. Видите, как полезно будет эту фигню использовать. Еще и опыт добавили. Ну. Красота. The one that fired upon the Ebon Hawk as we attempted to rescue you. And he will not let us go without blood being shed. Старуха. You know much of battle. Enough to know that this is a battle you cannot win. Super. We need to make our way to the docking area on this level. I fear the airlock has already opened, and if so, we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk,
Then we must find a way to escape on the ship that has docked here. Корея присоединилась к моей команде. Нормально. Повышение. Атрибут. Нормально она такая. Корея это. Ловкости пока подним. По навыкам тут лечение ран, скрытность и ремонт. Способности. Да ты что можешь-то вообще? Что-нибудь полезное умеешь? Ну, давай вот это будешь саппорте. Ремонт, серьезно. Выключение дроидов. О, все. Сохранение. Так, ну нам нужно этого поймать. И валить отсюда. И одному, кажется, видно с гостем. Где-то наш Антон. What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking? Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked isn't carrying friends of yours. I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Clarification. Assassin droid is such a crude term, Master, reserved for Durasteel drones uploaded with only the most archaic kill programs. The function I perform has been referred to as wanton slaughter. I prefer to see it as a means of facilitating communication, resulting in the termination of hostilities. Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced to negotiate a termination of hostilities. After reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived, they began to kill the miners one by one. Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the med bay, enough to kill them, but ensure you slept peacefully. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience that caused for both of us. Answer?
You misunderstand me, Master. Those droids were there to guard you. As I said, I did not anticipate you awakening from the tank. You are quite a hardy specimen for a Jedi. A wrong toe among humans, if you will indulge me the metaphor. Besides, as you proved, Master, such droids could never pose a threat to a Jedi. The droids were custodial in nature, cleaning the facility of other distractions. Answer. It is beyond the scope of my programming to probe the motivations of my clients, Master. Suffice to say that I am being well compensated for my services. You have been a difficult target to find. You have been wandering the galaxy since the end of the Mandalorian Wars, leaving little record of your passage. It is as if you did not wish to be found by hunters such as myself, or more likely, the Jedi Order. Chiding answer. My programming renders me incapable of revealing the identity of my client, Master. However, I am free to say that my client is wealthy and very interested in possessing the last of the Jedi. Admission. It was a matter of chance, Master. I happened to be serving as a protocol droid on the Harbinger when you booked passage. After that, it was a simple matter to sabotage the Harbinger and call for a retrieval. Irritated statement. However, when the Ebon Hawk appeared and salvaged us from the wreckage, I was forced into a series of rapid recalculations, culminating in our current situation. Answer. No, Master. Killing you was never the intention. If you resist my attempts to return you to your Kolto tank, however, I may inadvertently fracture your skeleton in several places to incapacitate you. Resignation. Very well, Master. If inflicting pain is the only means to resolve this matter, then you leave me no choice. Switching to combat mode. Systems failing, Master. Так, этого заберем. Так, Антон. Атрибут ловкость. Навык. Ты ж дурачок, даже хиляться. Так, сколько у нас времени? Не так много. Алё, в тяж одевать. Смогет. Ну, собственно, все, валим сюда. Успеть. Emergency lockdown is in effect. Turbolifts have been sealed to contain. Включить его нахрен.
Это раз. То самое. Врываемся сюда. И... Something is wrong. I sense no one on board. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain. Yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blaster fire. This place has been hit by assassins of a different sort. Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Paragus asteroid field, unless you want to have the shortest flight out of Paragus ever recorded. The two of you, be silent. Well, of course they have the asteroid drift charts in their navicomputer. They'd have to. Well, we'd have to get to the bridge. I mean, well, that's the biggest problem I can see. That is a sound plan for the moment. Let us go. Теперь, когда у вас есть сопартийцы, некоторые ваши действия и диалоги будут повышать или снижать влияние на компаньонов в зависимости от их характера. Одни уважают жестокость, другие могут ценить благородство, благосклонность, грубую силу и так далее. Чем больше ваше влияние на компаньона, тем сильнее ваше мировоззрение влияет на него. А наиболее высокое или низкое влияние может открыть новые варианты ответов в диалогах. Выгода есть в обеих ситуациях, так что выбор за вами. Our enemies gather while we wait here. All right, but this won't end well. Trust me. Фу. Ну ладно, вот на этой хорошей ноте мы с вами закончим с джедаями. И через 5 минут Disciples. Где?
что ж, ребятки. Чтобы не пропустить следующую трансляцию по данной игре, опять же, подписываемся в группу ВК, все анонсы там. Я пошел, а вы не балуйтесь.